Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу вам полный астрологический прогноз на октябрь 2023 года. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите ежедневник, будем с вами планировать. Ну что, дорогие друзья, испокон веков считалось, что октябрь в принципе месяц сложный, что в октябре всегда происходят какие-то странные события, которые привлекают внимание, события, которые кардинально меняют жизнь людей. И, как правило, у нас всегда происходят какие-то резкие смены, перевороты власти. И это как раз-таки все приходится на интересный месяц октябрь. Что же именно случится в этом октябре, я вам сейчас расскажу. А ни много и ни мало в этом октябре 2023 года у нас с вами солнышко, естественно, переходит из легкого весовского знака в знак Скорпиона. Точно так же и Марс, наши действия, наша мотивация, наша активность перестает быть такой дипломатичной, такой уравновешивающей конфликты, и наша мотивация, наши действия становятся более такими жесткими, мощными, я бы так сказала, не активными, а властными, да, поэтому Марс в Скорпионе — это такая напряженная позиция, которая заставляет либо действовать нас, либо действовать наши нервы. Еще же в этом октябре будет Сатурн в оппозиции с Лилит. О чем это говорит для обычных людей? А о том, что все наши страхи, боли, переживания и обиды будут выходить наружу, портить отношения с окружающим, портить нашу жизнь, если, конечно, мы с этим не будем работать, если мы с этим не будем разбираться, да, тогда, конечно, это продлится еще долго. А если же мы возьмем себя в руки и будем с этим планомерно работать, то есть будем вытаскивать за уши свои обиды, проговаривать, я не знаю, кто как умеет вытаскивать из себя это, да, то есть можно сходить с подружкой, поговорить с друзьями, да, можно к психологу записаться, можно самому поработать, проанализировать, почему эти обиды так долго, то есть можно встретиться с обидчиком, с ним поговорить, но, скорее всего, если вы встретитесь с обидчиком и с ним будете разговаривать, он скажет: боженьки мои, это неужели это так долго сидело в тебе, да, потому что на самом деле многие люди не осознают, что они там нас обидели, для кого-то это просто пустые слова, а кто-то обижается. Поэтому, дорогие, октябрь месяц — это месяц, когда необходимо вытаскивать из себя обиды на максималку и с ними прощаться. Напоминаю, что в середине октября у нас начинает разворачиваться Плутон. О чем это говорит? О том, что мы немножечко так устаканилось у нас, вроде так шатко, валко, мы все живем без особых переворотов, без особых движений, без особой смены позиций. И вот он с 10 октября начинает разворот, и он становится директным, то есть он разворачивается в знаке Козерога, и он начинает идти в сторону знака Водолея. То есть о чем это говорит? О том, что информационные технологии тоже открыто будут внедряться все больше и больше, цифровизация будет случаться с нами все больше и больше, но пока это немножко напоминает цифровое рабство, но это изменится через несколько лет, и все станет по-другому, нежели сейчас. Да? Сейчас это немножко в таком извращенном варианте. Так вот, автоматизация процессов, еще все-таки кто-то держится за старые порядки, за старые бумажки, за тот уклад жизни, который был раньше. Особенно тяжело Козерогам, особенно тяжело Скорпионам, ведь это те знаки, которые не очень-то хотят меняться, это те знаки, которым хорошо, вот как было раньше, да, но я вам говорю, не бойтесь. Конечно, легко так вот мне вот так взять и сказать: не бойтесь, да, ну я просто заглядываю туда, что будет дальше, и я уже как бы сама подготовилась к этим моментам, еще несколько лет назад была готова, да, еще когда там ковид пришел, я уже писала про эти события, и там мне говорили: да, такого быть не может, ну, бывает, мы почему всегда отрицаем, да, какие-то изменения? Потому что мы не хотим их принимать, потому что когда мы что-то говорим, с чем-то соглашаемся, мы понимаем, что это имеет место быть, а это немножко страшно, да, потому что мы все-таки все привыкли жить в том укладе жизни, который был с нами, да, поэтому, дорогие, мир начнет потихоньку меняться, но это такой небольшой скачок, небольшая такая волна, Плутон снова начнет разворачиваться в начале 2024 года, поэтому вот это такой
я бы так сказала, небольшое истребление старого продлится еще весь 2024 год. И только в конце 2024 года Плутон последний раз выйдет из знака Козерога, перейдет в Водолея, и уже тогда пойдется как раз-таки эта самая эра Водолея семимильными шагами, да? Что еще случится с нами в октябре 2023 года? А это ни много ни мало большущий коридор затмений, или я люблю его называть коридор возможностей. То есть 14 октября будет новолуние, это будет солнечное затмение, называем как хотим, да, открывается коридор затмений, я его называю коридор возможностей, да, и это окно у нас с вами продлится 2 недельки, да, условно 14 дней до 28 октября. 28 октября будет максимально большая луна, будет полнолуние, будет лунное затмение, вылетело у меня это из головы, да, можно называть это, и завершается коридор затмений, можно называть это как угодно, эти события, да, но что будет происходить? Будет происходить максимальный момент вот с 14 октября по 28 октября, момент, когда можно максимально реализовать все то, что давно хотелось, все то, что давно планировалось, боялось, было страшно, не хватало сил, не хватало эмоций, да. Почему я говорю начинать в этот самый момент? Потому что, ну да, у нас на небе будет ретроградный Юпитер, да, у нас на небе ретроградный Сатурн, ретроградный Уран и Нептун. Но движение этих планет, оно, чтобы вы понимали, у нас каждую осень вот эти высшие планеты, они ретроградные социальные. И как бы каждую осень мы разгребаем и делаем определенные сложные моменты в своей жизни. То есть энергетика такая мощноватая, не то что летом, согласитесь. Поэтому начинайте то, что давно хотелось. Ретроградность этих планет только говорит о том, что мы можем, основываясь на нашем прошлом опыте, начать делать сейчас так, как нравится нам. И, ну да, конечно, мы все стесняемся, мы все боимся, нам точно так же страшно. Хочется, конечно, эту ответственность переложить на кого-то, но я вам советую действовать самим, осознавать всю ответственность. Ответственность за свои ошибки, за свои прошлые ошибки, и понимать, что да, может не получиться, но это не говорит о том, что ничто это не принесет в копилку опыта. Это обязательно будет большой такой гигантский жирный опыт, и вариант того, что получится, гораздо выше, что не получится. Не получится 100%, если вы ничего не сделаете, да? А если именно в этот коридор затмений вы начнете делать то, что вам давно хотелось, то есть еще у вас есть 2 недели для того, чтобы больше, да, 2 недели с лихвой, чтобы эти проекты подготовить, сделать работу над ошибками и внедрить их как раз-таки, да, это будет растущая луна, коридор затмений. Это как раз-таки будет та самая сила внутренней мощи, планеты будут помогать. Одна большая гигантская планета Плутон как раз-таки развернется, и в этот момент внедрять что-то будет прямо иметь такой вау-эффект, основательный. А все-таки Плутон еще находится в знаке Козерога, а то, что сделано в знаке Козерога, имеет такую фундаментальную проекцию на будущее. Да, в октябре месяце мы с вами без удачи, потому что планета удачи Юпитер находится в ретроградном движении, и на поверхность будут вылазить амбиции, будут вылазить переживания, несостоявшиеся планы, проекты. Так вот, вспомните их и поднимите, выпишите все то, что вы хотели сделать, и реализовывайте. Конечно же, нам всегда хочется иметь чуточку удачи для того, чтобы что-то внедрить, но ретроградный Юпитер не говорит о том, что удачи как бы нет. Удача разбирается с тем, что до этого не получилось, да, как говорится. Но удача действует в наших регулярных попытках что-то совершить. И если мы что-то делаем регулярно, основательно и продолжаем, не бросаем, да, вот это и есть наша внутренняя настоящая удача, когда мы понимаем, что к нам это придет, но не сразу, и к этому нужно быть готовым. Понимать, что для любой мечты, для любого проекта необходимо трудиться. И у каждого этот труд, он как бы разный. Здесь тоже нужно это понимать. Кому-то, например, сложно вот так вот встать и начать говорить перед камерой. Для кого-то это сложно, кто скажет, ты вообще
фигня какая-то. Кому-то сложно, например, дается воспитание детей, да, для кого-то это очень легко, кому-то сложно, например, сидеть и считать цифры, а кому-то это очень легко дается, он говорит, ты что, посчитать что ли не можешь, да, то есть поэтому здесь у каждого свои задачи, у каждого свои переживания, и удачу каждый вкладывает в свое понятие, поэтому здесь обязательно не сдавайтесь, когда там слышите от меня фразу «удача не с нами», удача все равно где-то с нами, но, возможно, она не в той степени проявляется сейчас именно в том, что вы думаете. Ну что, быстро, коротенько пройдусь по октябрю. Первая неделя октября прекрасно будут получаться коммуникация, какие-то инновационные проекты, что-то, что вы хотите сделать новое, договориться, сотрудничать, озвучьте свои проекты, что вы хотите, наметьте план для своей реализации. Будет страшно, конечно, будет страшно. Замахнетесь на что-то большее, прекрасно, но ни в коем случае не волнуйтесь, не бойтесь. Что касается отношений любовных, время так себе, не лучшее для как раз-таки встреч, знакомств, сложно будет с любимыми, да, здесь время проводить, потому что энергия будет нацелена как раз-таки на работу, да. Вторая половина октября, что Марс переходит в знак Скорпиона. Марс переходит в знак Скорпиона. Прекрасное время для того, чтобы начинать действовать, прекрасное время для того, чтобы начать реализовывать и брать как раз-таки сложные, тяжелые проекты, на что не решались ранее. Ну что, прекрасное, хорошее время для любовных отношений, но при этом здесь возникнут такие вопросики, будут немножко подкипать страсти, будут немножко моменты с прошлого, обиды, вопросики, переживания, поэтому с партнером их обязательно решите, обговорите, для того, чтобы и вам, и партнеру было понятно, потому что я всегда говорю, нет ничего лучше классно построенной коммуникации, будь это коммуникация на работе, будь она в личной жизни дома, с домочадцами, семейными, с детьми, это все говорит только о том, о вашей осознанности, о том, какой у вас план на будущее, о том, как вы хотите жить. Да, при этом придется открывать свое сердце, при этом придется вытаскивать свои обиды, переживания и прочее, но это необходимо сделать в пользу своего же будущего. И тогда все браки у нас держатся на отличном взаимопонимании, а для того, чтобы взаимно друг друга понимать, необходимо об этом говорить. Представляете, ничего нового не сказала, все то же самое сказала, что обычно, но такие мелочи, которые, ну, наверное, я буду говорить их вечно, потому что это то, что необходимо уяснить. Любовь в отношениях приходит через разговор, представляете? Да. К нам вообще в жизни все приходит в тот момент, когда мы начинаем это говорить. Поэтому во второй половине месяца начинайте говорить, что вы хотите, как вы хотите в работе, и в первой половине месяца в личной жизни, для того, чтобы эта личная жизнь только улучшалась. Ну что, дорогие друзья, начинаем планировать, берите ежедневник, записывайте, я начинаю рассказывать по дням, энергетика по дням. Вы наблюдаете за красивой картинкой, и я рассказываю вам астрологический прогноз, эмоции, энергию, которая будет происходить на небе на каждый день октября 2023 года. Поехали! 1 октября, день, когда будет прекрасное настроение, Луна в Тельце, будет настроение таких обычных эмоций, когда захочется заняться обычными делами, возможно, заняться красотой, сходите прекрасно на шопинг, спа-центр, расслабьтесь, отдохните, хороший день для косметических процедур, только, пожалуйста, не инвазивных, потому что убывающая фаза Луны, но если же у вас какая-то история связана с, например, вы хотите удалить пигментные пятна, и вы хотите, чтобы эта процедура прошла, ну, то есть удалить их, да, тогда прекрасно. То есть, а если вы хотите, например, в этот день что-то новое привнести, чтобы вот у вас вот было, да, вряд ли получится, потому что идет убывающая фаза Луна, и на этой энергии лучше, конечно же, например, от чего-то избавляться, и Луна в Тельце прекрасное для этого время. Итак,
2 октября. 2 октября Луна в соединении с Юпитером, тоже в Тельце, в соединении с Ураном, да, то есть такой стелиум в Тельце, когда хочется что-то сделать новое, экстраординарное. Не советую идти к косметологу, в салон красоты, там, например, да, потому что будет появляться совершенно невероятный эффект и неожиданный от процедур, да. В этот момент, в этот день очень классно делать что-то новое, что-то креативное. Например, если заняться спортом, то это какие-то там ролики, велосипед, что-то воздушное, что-то такое, скейтборд, не совсем традиционное, да. Если же в работе хорошо заниматься пиаром, в работе хорошо продвигать что-то из старых проектов, что вы уже начали, но требует такой от вас экстраординарного подхода, да. То, что в сфере IT, в онлайне работать абсолютно прекрасно. В этот день все, что запланировали, все получится, все сделаете. В любовной сфере будет момент такой, Венера в соединении с Лилит, и здесь ощущения, такие страхи, переживания, ревности и тому подобное. Не ревнуйте своих любимок, не надо издеваться над ними, сядьте и обговорите, и тогда будет вам счастье. 3 октября. 3 октября Луна переходит в знак Близнецов, и здесь, конечно, еще и Луна в квадратурах с Сатурном, с Лилит. И здесь, конечно, обиды, переживания. С вашим близким кругом общения было бы классно вытащить это все наружу, с этим совсем разобраться, обговорить. Именно близкий круг общения, домочадцы, братья, сестры. Ну, то есть там открывайте WhatsApp, да, с кем вы общаетесь больше всего, там первые 3-5, ну ладно, 10 чатов. То есть это все те люди, с которыми какие-то были, есть недоговоренности. Откройте, встретитесь, поговорите. То есть 3 и 4 октября прекрасное время, прекрасное для этого время. То есть 5 октября, когда Луна перейдет в знак Рака, вообще прекрасный день для того, чтобы прям вот что-то такое, знаете, с любимыми встретиться, да, сходить на свидание, да. Здесь главное не жестить, не перегибать с желаниями, да, потому что желания будут лезть очень сильно из вас, и они такие будут как бы: вылазьте так на партнера, реализуй мне их, пожалуйста. Поэтому здесь необходимо прям четко осознавать либо вашу позицию жертвы в жизни, да, либо почему очень много чего вы перекладываете на партнера. На партнера захочется переложить очень много и все обязанности, но именно вот если вы захотите сделать, то 5 октября прекрасный день для того, чтобы сделать самому, и это получится. Переложить на партнера не получится, возникнут эмоции, возникнут такое нестандартное отношение к вашей персоне. 6 октября будет внутреннее ощущение Солнца в квадратуре с Луной, будет внутреннее такое ощущение, что я хочу, что я могу, что я сделал, что я не сделал, почему я не сделал. То есть будут внутренние такие моменты самокопания, когда захочется и того, и третьего, но это же нереально, да, поэтому сядьте и подумайте. В октябре месяце это прекрасное время для того, чтобы понять, что вы на самом деле хотите, чего хочет ваша душа, потому что ваши действия и ваше внутреннее я будут именно отличаться, и 6 октября это будет максимально заметно. Отслеживайте в себе эти мысли, запишите их себе на листик, там, либо сходите к психологу, поговорите с подружкой, с другом, чтобы это обговорить, да. Но найдите какой-нибудь экологичный метод для того, чтобы применить все то, что давно сидит у вас внутри. 7 октября. День, когда продолжается 6 октября, день, когда внутренние эмоции, переживания начинают вытаскивать, то есть еще и Луна у нас в квадратурах к кармическим узлам, да, к нашим действиям, будем думать, что мы делали, что мы не сделали, какие наши ошибки, и продолжаем историю 6 октября, разбираемся в своих же ошибках, в своих же переживаниях, недоделках, где мы спасовали, где мы не сделали, где мы забоялись. Вот этот момент, пожалуйста, посмотрите и зафиксируйте. Он на самом деле такой важный, он, казалось бы, очень простой, но он очень важен для реализации. Как говорится, мы начинаем реализовываться тогда, когда мы понимаем свои проблемы и свои ошибки, что мы не сделали ради этого, да.
Идем дальше. 7 октября. 7 октября у нас начинает движение на небе, как раз таки разворот Плутона. Луна у нас в знаке Льва. И нам хочется как раз таки быть такими львами, нам хочется быть такими павлинами. Не скажу, что это день плохой, нет. День, который выстроится, получится, кстати, очень классная коммуникация, если разговаривать, да, получится договориться, получится сделать нечто такое вау, ближе к вечеру, 8 октября, да, днем, конечно же, днем будет немножко сложновато. 9 октября Луна в квадратуре с Юпитером, и здесь захочется прям почувствовать себя еще и Наполеоном, не просто львом, а Наполеоном, да. И здесь, пожалуйста, выписывайте все свои амбиции, не реализованы, потому что вот все те претензии, которые есть к жизни, к миру, к людям, к правительству, к партнерам, к семье, к родителям, вот это та самая точка опоры, на которой можно построить потрясающий фундамент для реализации. И здесь, конечно, мои дорогие, этот момент нужно не упустить и не смолодушничать, не забояться, не запереживать, да. Ну, накосячили, и что? Совершили ошибку, и что? Все уже, прошло время, сколько можно вариться в эмоциях, переживаний. Ну, не надо этого делать, надо просто понять, что все ошибаются, идеальных нет. Записали это себе и поняли, и пошли дальше. 9 октября Плутон еще разворачивается в процессе. 10 октября, и вот здесь кульминация. Луна еще во Льве, Лилит и Венера перешли в знак Девы, и совсем буквально к вечеру Луна тоже перейдет в знак Девы, и это такой сухой знак, который нам скажет, да, и это еще все в оппозиции к Сатурну, да, то есть из вот таких вот огненных эмоциональных качель настроение придет к тому, что захочется такого четкого фундамента, чтобы было понятно, на что опираться, на что жить, на что есть, на что путешествовать, на что вообще дальше существовать, да, в этом мире. Как вообще жить? Захочется понять, что вот из эмоций, да, получится такая материальная сфера, ну, которая на самом деле очень важна. Мы с вами живем в материальном мире, нам всем нужно на завтрак, на обед, на ужин что-то есть, да, поэтому, естественно, все понятно. Нам хочется там жить в приятном, красивом месте, красиво одеваться, да, ну, кому-то дорого-богато, кому-то красиво просто, кому-то стильно, кому-то просто тепло и комфортно. Мы все разные, и у каждого свои критерии счастья, да. Вот 10 октября критерий счастья примет такой материальный характер, и это нормально. Почему? Потому что все-таки для развития нужен и такой серьезный материальный подтекст, да. 11 октября Плутон все еще статичен, он как бы развернулся, остановился, но еще не пошел куда нам надо, да. Луна по-прежнему в Деве, других изменений на небе нет. Марс в последнем градусе Весов, но уже начинает немножко вот это вот напряжение в Скорпионе, да, то есть как Марс в Скорпионе, в последних градусах Марс уже прям фонит таким напряжением, да. Последние несколько дней завершающего лунного цикла, несколько дней перед солнечным затмением, новолунием, и уже внутренние эмоции такие вот прям, как говорится, проэмоционировали, да, но вот планеты в Деве, они как бы такие уже вот с небес на землю, да, остановились, сказали, так, давайте заземляться, давайте четко по плану, что мы вообще делаем, для чего мы вообще все это затеяли, да, и здесь будет немножко такое состояние, как будто каточком проехались, это нормально. Слезы можно полить, можно попереживать, но здесь главное понимать, что это не навсегда, и это пройдет.
12 октября, 12 октября, здесь, конечно, нахлынет эмоции, переживания. Эмоции, естественно, будет перебор, они начнут выходить наружу, и это нормально. Я считаю, что эмоции должны выходить наружу, они ни в коем случае не должны находиться в нас, потому что невыплеснутые эмоции всегда переходят в болезни. То есть оставшиеся в нашем теле эмоции приводят либо к лишнему весу, либо приводят к внутренним переживаниям, депрессивному состоянию, несостоявшейся личной жизни, работе и вообще всего. Поэтому я считаю, лучше быть эмоциональным человеком, который выплескивает свои эмоции наружу, да, но осознавая, какие эмоции выплескивать. Не просто так пошел, поистерил и так хорошо, а зато все остальные рыдают. Да? Нет, эмоции, когда мы разговариваем и обговариваем свои мысли, что с нами происходит, как мы чувствуем наши переживания. Вот это называется, да, потому что мы же все живем в коллективе и общаемся с этим миром. Поэтому, пожалуйста, свои эмоции выплескивайте экологично, да, то есть не оставляйте их в себе. Кому-то необходимо, кстати, заняться спортом, своим здоровьем, и Луна в Деве, кстати, вот эти эмоции, мощные эмоции, тяжелые, можно трансформировать в спорт. Прекрасно будет плавание, прекрасно будет бассейн, особенно если очень сильно хочется поплавать, попереживать. Кому-то можно побить грушу, кому-то можно побегать. Просто классический бег. И это будет прекрасное время. Но большинству захочется просто побыть и почувствовать себя жертвой. Не надо так делать, соберитесь, потому что грядут очень интересные моменты и переживания. Ну что, последний день перед полнолунием, 13 октября, день на самом деле такой мощноватый, сложноватый, потому что Луна перешла в весы, в весах уже Меркурий, Солнце, Марс уже перешел в Скорпион, и здесь уже начинает прям, наши действия начинают вытаскивать все самое сложное, да, как говорится, танки грязи не боятся. Ну и что? Мы с вами без пяти минут до солнечного затмения, до тех самых событий, которые необходимы. Да? Поэтому в последний день перед полнолунием завершайте старые циклы, старые дела, которые вы делали, не доделали, которые не хотелось браться, то есть доделывать. Доделайте их, забросьте, пусть уже закончатся они, да? Чтобы их больше не было просто в жизни. Ну и что, дорогие друзья, день самого солнечного затмения, 14 октября. Солнечное затмение происходит у нас как раз-таки в знаке весов. Это партнерский знак. Луна, Меркурий, Солнце, Марс, в южный узел. То есть все, что было с нами ранее, все, что мы делали ранее. Почему я говорю, что этот коридор затмения, он внедрит то, что раньше не получалось. Вытаскиваем из себя все, что раньше не получалось. Не получалось договориться с партнером, с супругом, с супругой, там построить свою личную жизнь, построить бизнес, договориться с кем-то. Не получалось. Начинаем это внедрять, потому что у нас уже на небе Плутон пошел в свое прямое положение как надо, он уже работает как часики, двигается плавно из знака Козерога к знаку Водолея в 28 градусе, да, немножко фонит на вот этом сочетании градусов, да, все остальное у нас в весах, да, и Марс такой как бы в Скорпионе вытягивает это все быстрее, мощнее, все самое тяжелое, все, что было с переживаниями, все, что раньше не давалось, внедряйте, начинайте делать. Хоть и в само солнечное затмение многие говорят, что нельзя. Почему? Потому что Луна вроде как слабая, вроде как эмоций, сил еще мало. Воля наша слаба, но если ваша воля уже там копытом била еще неделю назад и хотела начинать, я вам говорю, начинайте, действуйте, не ждите. Чем больше внедряете, тем больше получится, однозначно. 15 октября, и здесь, конечно, мы с вами сразу напрямую сталкиваемся. Весь этот стелиум, который находился в весах, становится, его соединяет Луна, да, становится в квадратуре с Плутоном, и здесь, конечно, нас так немножко тормозит. Самых осознанных, конечно, будут идти вперед, будут развиваться, будет немножко тяжеловато это еще делать. Почему? Потому что Плутон все-таки, кто не умеет действовать Плутоном, будет говорить, что тяжелая энергия. Те, кто умеют взаимодействовать с плутонианской энергией, а это
создавать и делать проекты, которые нацелены для того, чтобы спасать человечество. Я не просто так говорила, что необходимо внедрять проекты, которые принесут этому миру нечто новое, нечто полезное. Те, которые будут спасать этот мир, вытаскивать за жабры, за уши, да, все самое тяжелое, сложное. То есть будет классно получаться тяжелая работа, да. Все, что не получалось, еще раз говорю. И если же ваши помыслы настроены на то, чтобы помочь человечеству, спасти человечеству, внедрить нечто новое, экстраординарное, да, даже если это старое, но это призвано для того, чтобы помогать людям, это будет получаться. То есть те люди, которые знают, как владеть с плутонианской энергией, это в основном в своей массе скорпионы, овны, у вас будет прям классно получаться, да. Но загляните еще, мои дорогие, в каждый знак зодиака и посмотрите, что именно с вашим знаком зодиака будет получаться. Но у овнов и скорпионов происходит все вообще прям очень классно, потому что они такие, ну, трудяги-трудяги, то есть они вот эти вот мощные энергии культивируют. У козерогов еще будет хорошо получаться, но козероги в этот коридор затмений, у них, как говорится, свой бой с тенью, да. Идем дальше. 16 октября Луна в Скорпионе, внутренние переживания, внутренние амбиции, все, что уже начали делать, но стало не получаться. Почему? Потому что Наполеон внутри, он такой разошелся. Здесь, пожалуйста, отслеживайте свои эмоции. Если же у вас все подготовлено четко и качественно, я бы вам посоветовала все-таки продолжать пиар своего дела в этот день, это 16 октября. И если вы чувствуете, что не получится, не начинайте, отложите до 17 октября и внедряйте. Но 17 октября будет сложно с новыми именно проектами, да? Продолжать старое прекрасно, продолжать какие-то эмоциональные проекты, благоприятные проекты, связанные с благодарностями, да, с благородными проектами будет хорошо. Те проекты музыкальные, творческими, с ними будет 17 октября очень даже хорошо. С инновационными онлайн-сфера немножко будет в этот день проседать. Отложите инновационные проекты и их продвижение на 18 октября и дальше. В целом 18 октября день, когда можно пиариться, день, когда можно вот прям такую классную рекламную акцию сделать, да, для того, чтобы в этом мире что-то прям интересное такое создать. Но будет в этот день прям фонить сфера любовных партнерских отношений. Отношения с любимками будут немножко портиться и оттенять этот день, да. Поэтому в работе немножко будет такой перекос. 19 октября уже заходит солнышко, уже стараюсь быстрее, потому что вы останетесь уже смотреть только закат, а меня уже будет видно не очень хорошо, да. 19 октября. Луна в Стрельце. Прекрасные проекты образования, прекрасно учить иностранный язык, внедрять что-то в жизнь, связанное с благородными проектами, образовательными проектами, да. Работать за границей не очень удачное для этого время. Для работы за границей было классно все-таки классный день был 18 или же с 20 октября, да, а 19 октября эта сфера немножко будет провисать. Аккуратнее, пожалуйста, аккуратнее в этот день с законом, не грубите, не хамите, не связывайтесь ни в какие авантюры, не подставляйте себя, не подставляйте свою репутацию, да, как говорится. 20 октября. 20 октября день прекрасный и для действий, и для партнерских отношений. Луна вошла в знак Козерог. Потрясающий день для работы, для четкого плана. Вот то, что наметили, реализовывайте. 20 октября. Луна просто в потрясающем секстиле с Сатурном.
с Марсом, и вообще все складывается для того, чтобы прекрасно в этот день работать, продвигаться, составлять план, продолжать свой проект. Потрясающий для этого день. И 21 октября то же самое. И 21 октября прекрасный финансовый день для вложений, для того, чтобы работать и за границей, для вложений, для рекламы, для пиара, для международной коммуникации. Работать в этот день одно сплошное удовольствие. 21 октября. Я не говорю, какой это день недели, потому что сейчас очень много людей, которые работают, у них проекты, и для кого-то суббота это не выходной день, а абсолютно рабочий, для кого-то воскресенье. У меня вообще все дни рабочие, потому что я каждый день открываю то, что вы мне оставляете комментарии, поэтому я не говорю, какой это день недели, да, потому что у всех это разный график абсолютно. Кто-то 2 через 2, кто-то там месяц работает, месяц отдыхает, и здесь нет идеального графика, просто кто как привык, кому как нравится, да. Продолжаю. 22 октября, ой, сложноватый день, Луна в соединении с Плутоном, в квадратуре со стелиумом, который у нас в Скорпионе, то есть Солнце еще в Весах в последнем градусе, Меркурий в Скорпион перешел, Марс в Скорпионе, и здесь, конечно, день такой жесткий, день, конечно, такой же напряженный, мощный, и будет прям вот вытаскивать наружу все, что давно-давно сидело, все то, что не радует глаз, и все то, что если вот вы вот весь этот месяц не работали, да, то вот тяжело дастся вам день 22 октября, он будет прям очень жесткий, да, поэтому я же вам все-таки говорю, не надо оставлять на этот день очень многое, потому что он очень тяжелый. Советую сходить с подружками, встретиться, поговорить с друзьями, не назначать ничего такого мощного, вау, не просто поковыряться в своих переживаниях, в своих мыслях, эмоциях, которые будут выходить и портить настроение себе, другим и тому подобное. 23 октября, день, когда Луна у нас уже в Водолее, но при этом в квадратуре с Юпитером. И здесь, конечно, наш внутренний Наполеон опять такой будет: я хочу все запиарить, я хочу все продать, я хочу со всеми договориться, я хочу, то есть про себя всем рассказать. Это, конечно, все прекрасно, но если вы чувствуете, что вы в этих вопросах не подкованы, займитесь просто образованием, займитесь изучением языка, займитесь теми обычными простыми сферами, которые хотели сделать, хотели внедрить нечто экстраординарное, займитесь спортом, сходите прогуляйтесь, встретитесь с друзьями, прекрасное для этого время. Только, пожалуйста, не употребляйте много алкоголя и не предъявляйте претензий, да, потому что на фоне алкогольного опьянения может быть много претензий посыпаться в сферу друзей, поэтому не надо ругаться с друзьями, друзья нам очень нужны в это водолейское время. 24 октября Луна в соединении с Сатурном, прекрасное время для того, чтобы работать. Но если вы до этого не разобрались со своими страхами и переживаниями, работать будет сложно, будет также страшно. И если же вы это сделали прекрасно, внедряйте в работе все, что хотелось. Луна переходит из Водолея в Рыбы, и классно зайдут, получатся международные проекты, получатся проекты творческие, получатся проекты, которые у нас музыкальные, проекты благотворительные, проекты для того, чтобы людям помочь, да, то есть вот эти сферы. Очень сильно кинематограф, естественно, здесь те, которые дали эмоциональную окраску. Фотографы, сфера, вот эта вся нептунианская сфера, прекрасное для нее время, это 24 октября. Ну и помним, что у нас рядышком грядет уже скоро лунное затмение и полнолуние, да? 25 октября не очень удачное время для выяснения отношений в любовной сфере, потому что Луна в Рыбах в оппозиции с Венерой, и здесь будут претензии, здесь будут иллюзии, захочется поискать скелеты в шкафу, предъявить претензии, и
так себе, конечно, день для выяснения любовных отношений. Лучше просто сходить на свидание, провести приятное время с друг другом и не говорить никаких на какие-то дурацкие лишние темы, потому что пройдет денечек-другой, и вы про это совершенно забудете, скажете, вообще, какое-то у меня было помутнение рассудка. И я на самом деле за это, чтобы не пылить иногда, не пылить, но понять, почему иногда вспылить хочется. 26 октября Луна в соединении с Нептуном. Луна выходит из рыб в Овна. Ну, что вам хочу сказать. День, когда прекрасно, ну, например, заняться каким-нибудь спортом. Заняться спортом как активным, так и плаванием. Например, начать какое-нибудь ораторское искусство, в том числе, да, для того, чтобы начать раскрывать свои таланты. Активные таланты, которые приведут вас к действию. И это на самом деле прекрасно. Мы часто на это не находим время, а нам необходимо на это найти время. Для того, чтобы еще несколько денечков до полной луны и до, меняется иногда свет, и до лунного затмения, да, для того, чтобы максимально как можно больше чего-то реализовать. Итак, 27 октября. 27 октября это Луна уже однозначно в Овне. И здесь мы понимаем, что если мы разобрались в сфере отношений, то есть у нас прекрасно работает наше мужское и женское в нас, да, в каждом есть мужское и женское, потому что даже если мы девушки, мы притягиваем к себе мужчин, да, парней, если же вы мужчины, то вы притягиваете к себе девушек, да, и в нас всех есть и тот компонент. То если вы прекрасно в этом поработали в себе, да, то есть без лишних там малодушничеств, да, то этот день вы пройдете совершенно очень классно. День перед лунным затмением, полнолунием, который случится у нас последний день коридора затмения, да, то есть здесь вы хорошо пойдете в будущее. Не просто так, в который раз, вот смотрю, сколько на звезды, и в который раз, вот уже даже не удивляюсь, подчеркиваю, что все просчитано. Если мы хорошо поработали, то на следующий день, 28 октября, Луна встанет, то есть в знаке Овна будет у нас лунное затмение, это полнолуние, да, грубо говоря. Когда мы проходим северный кармический узел, и все наши эмоции, переживания и действия мы вкладываем в свое будущее. То есть если мы 2 недельки вот эти хорошо поработали над собой, то мы потом очень классно идем. Что значит поработали над собой? Это говорит о том, что мы разобрались в своих внутренних переживаниях, в своем несостоявшемся я, и уже приложили усилия и в прямом смысле действуем. Потому что не просто так северный узел сейчас в Овне. И этот коридор затмений, да, он у нас происходит на оси Овна-Весы, когда мы не просто переживаем, сотрясаем воздух, пытаемся там что-то договориться, но мы еще и прикладываем усилия, мы действуем. И чем больше мы реализуем в этот год, то есть немножко еще 2023 года и весь 2024 год, чем больше мы реализуем, тем в 2025 и 2026 наши действия примут мировой какой-то глобальный масштаб. Это окупится с лихвой, и мы поймем силу своих действий, да. Поэтому 28 октября подводите итоги, что вы сделали, что вы не сделали, действуйте. Это полнолуние у нас, да, это лунное затмение, прекрасное на небе событие, которое дает очень много эмоций. Воля сильна, и мы готовы действовать, потому что 28 вечером, да, то есть на 23 часа открыла карту, все, у нас уже Луна перешла в знак Тельца, с Овна в Тельца, то есть уже ушла от узла северного кармического и становится в соединении с Юпитером и с Водолеем, которые ретроградные, да, но особо это ретроградные, понятно, они подчеркивают наши прошлые несостоявшиеся недоделки, да, то есть еще разбираемся в прошлых своих проектах, переживаниях. Но суть-то говорит в том, что и Юпитер, и Уран – это планеты, которые устремлены в будущее. Юпитер – добрая планета, Уран – злая планета, которая, если мы не хотим ничего делать, заставляет нас обнуляться. Да? То есть если мы не хотим расслабляться, очищать пространство вокруг себя,
Эта планета заставляет нас начинать сначала. Мы не любим начинать сначала, конечно же. Лучше продолжать тянуть старую лямочку проще, да, я тоже так раньше считала, но нет, надо научиться обнуляться. Нужно понимать, хотя бы эмоционально обнуляться, хотя бы иногда подчищать книжечку контактов телефона, чтобы было нам воздух, чтобы было место для того, чтобы действовать, да, потому что мы сейчас все в телефонах, в гаджетах, и память быстро засоряется. Поэтому очищайте информационные контакты, это 29 октября, наводите порядок в своих эмоциях, амбициях. Если вы еще этого не сделали, заканчивается октябрь, начинается ноябрь, не менее сложный месяц. Но сейчас мы еще в октябре. 30 октября. 30 октября у нас день как раз-таки, когда, прекрасно будут получаться многие проекты, то, что мы давно наметили, что мы уже делаем. Луна в соединении с Ураном. Инновационные, информационные проекты будут получаться классно. IT-сфера замечательно. Что-то новое, да. Захочется просто с любимыми встретиться, отправиться в приключения. Прекрасное время. День в целом прекрасный, эмоциональный. Если же вы до этого поработали, то с вашими эмоциями и амбициями все прекрасно. Если же нет, конечно, ваши действия будут направлены на то, чтобы как можно больше себя показать, амбиции свои распылить. Не всегда это хорошо, и в 30 октября это будет такой сложноватый день, когда можно наломать дров, да, поэтому внутреннего Наполеона держите хорошо, он будет как раз-таки выходить очень сильно наружу, да, и тем самым будет портить отношения с близкими. Юпитер становится в оппозицию с Солнцем, с Марсом и с Меркурием, то есть это личные планеты. Наше «я» будет очень классно подогревать, особенно если не реализовались. 31 октября, это еще же у нас какой день, да, многие любят отмечать Хэллоуин, не просто такой день, в этом году это такой один из сложноватых дней. Плутон в квадратурах с кармическими узлами, Юпитер в оппозиции с Солнцем, с Марсом и с Меркурием. Сложно договориться. Спасибо, что Меркурий не ретроградный хоть здесь. Да, сложно договориться. Венера в оппозиции с Нептуном, и здесь скелеты из шкафа посыпятся. Говорила я вам, наводите порядок ранее, потому что в конце октября будет сложно. И если мы думаем, что грядет коридор затмений, и это самое сложное, нет, ребят, мы с вами плавно движемся к високосному году. И если я такая небольшая, да, пауза, открываю ноябрь 23 года, вот я просто тыкнула астропроцессор на 13 ноября, и я вам скажу так. Октябрь месяц попроще. Октябрь месяц попроще, когда можно было договориться и сделать это все лайтовее. Октябрь вместо Юпитера в оппозиции к личным планетам у нас как раз-таки придет Уран. А это то самое обнуление, это те самые события, которые мы не очень-то любим. Да? Поэтому, дорогие мои любимые, я желаю вам прекрасного октября месяца, я желаю вам работать в этом октябре для того, чтобы ноябрь, и открою на секундочку декабрь, декабрь попроще, сразу говорю, декабрь поприятнее, но про это я расскажу, естественно, через месяц, да, для того, чтобы ноябрь прошел проще. В декабре будет такая небольшая передышка, но потом у нас, внимание, високосный 2024. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, что у вас вызывают эмоции, события, которые происходят, что вы чувствуете, осознаете, что вот вы засиделись, не идете туда, куда вам надо. Встаете и начинаете действовать, начинаете понимать, что вы не правы, начинаете осознавать, что жизнь никуда не идет.
Классно, когда вы понимаете, начинаете стремиться туда, просит ваша душа. И я очень рада, когда вы мне пишете, что вот Женя была так, а сейчас я начала действовать, я запускаю какой-то проект, я запускаю свою отдушину, у меня классно стало все в семье. И я просто очень сильно рада за вас. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду рада почитать ваши комментарии. Специально снимала для вас видео на закате, потому что вы все больше пишете и говорите, что вам нравятся такие картинки. Извините, если плохо видно меня, но я рада, что видно картину, вот эту вот красивую. Природа творит чудеса. И пусть у нас всех будет прекрасное настроение и состояние видеть красоту внешнего мира, потому что наш мир такой красивый, интересный и разнообразный. И события в нем происходят точно так же интересные и разнообразные. Желаю вам приятного октября месяца и увидимся с вами в следующем видео.